Всем приветик, добро пожаловать ко мне на канал, меня зовут Виктория, и сегодня у нас наконец-то слепые затесты. Вы не представляете, сколько я уже собиралась по времени их снимать и все оттягивала. Давайте начнем, я уже эти ароматы поносила. Так, очень важная информация. Слепые затесты, вот эти вот прислала мне Таня Шеремет. Просто посмотрите, это новогодний подарочек. И я, кстати, тоже присылала, поэтому переходите на ее канал, посмотрите про ароматы, которые я ей прислала. Мне кажется, всегда интересно узнать еще одно мнение. Так, тут ароматы, здесь ответы. Давайте приступим. А тут у меня, кстати, мои первые впечатления. И мне кажется, так как я подписана и на телеграм-канал Тани, подписывайтесь, кстати, на ее телеграм и на мой, не забудьте, Виктория Day Life. Так как и на телеграм подписана, и на YouTube, и я очень многие ароматы Танины знаю. И мне всегда очень интересно угадывать по ее описаниям. И, честно говоря, мне кажется, что кое-что все-таки мне удалось угадать. Так, давайте начнем с первого номера. А где же ты? Первый номер. Где же ты? Я собираюсь пойти на вокал, друзья, поэтому когда-нибудь я буду это петь намного лучше. Никогда не ходила на вокал, кстати. Так. Да, надела сережки, я забыла, надела ли я сережки. Номер 1. Я знаю. Давайте я вам сначала опишу. Это такая пудра. Скорее всего, это фиалковая пудра. Вначале немножечко идет цитрусов. В базе, скорее всего, мускус. Это тот, который, да, про чистоту. И вообще аромат такой на каждый день, кстати, очень из серии уходовых, очень универсальный, очень похож на L'Instant Magique от Guerlain, но это не он, да, потому что L'Instant Magique у меня есть. Это не он, это, скорее всего, и тоже из Guerlain, из их бутиковой линейки. Он называется, по-моему, Lingerie, если я не ошибаюсь. Это из серии ароматов, которые можно наносить на одежду. Там есть, по-моему, кашемир, катон точно есть, у меня есть от Левант, и линжери. И мы этот линжери с Таней тестили в El Corte Inglés в Барселоне, когда она туда приезжала. Я прям запомнила. И он ей понравился, и я знаю, что он у нее есть. Но мне кажется, это он. Все, давайте... Я не буду тогда тянуть, давайте сразу... сейчас посмотрю, может, я что-то тут еще написала при первом впечатлении. Пудра, фиалка, роза, потом миндальная пудра, цитрус, ваниль. Ваниль еще. Вот, ваниль, да, ваниль есть. Похож на линжери, я написала. Давайте откроем. Я не взяла с собой, знаете, никаких... Ой, боже мой, какая красота, посмотрите. Ну, фокусируйся. Не взяла с собой ножницы. Надеюсь, что оно так вот откроется. Открывается. Момент истины. Я вижу, что написано Guerlain. Да, это линжери. Линжери от Guerlain, Lingerie, если бы я читала по-испански. Белый мускус, ирис, ваниль, амбретта, роза, сандал. Друзья мои, ирис мне очень часто похож на фиалку. Вот лично мое такое восприятие. Не все ирисы, да, есть такой с морковным оттенком. Он, конечно же, мне на фиалку совсем не тянет. Но есть вот такой пудровый, который я иногда принимаю за фиалку. Вот я... даже не сказать, что угадала, я прям реально знала этот аромат. И мне он, правда, напоминает L'Instant Magique, но L'Instant Magique, он какой-то более такой напористый. Все-таки вот в нем может что-то вот людей
отталкивать, вот эта нота такая. Здесь, мне кажется, просто весь такой сглаженный и гармоничный. Давайте номер 2. Угу. Номер 2. Мне кажется, я опять знаю, что это. И, кстати, вот он у меня, я вот сейчас скажу вам первые впечатления, и они изменились, когда аромат открылся. Свежее, напоминает шампунь «Утенок кря-кря». Потом, в пластиковой бутылочке, потому что вот мне чувствовался здесь в начале пластик. Вот это прям первое такое впечатление вслепую. Потом он теплеет, появляется что-то такое ягодно-фруктовое. Ну, какой-то вот у меня пластик тут. Может, это какая-то молекула, пишу я. Но когда он открылся, я его узнала. Мне кажется, вот эта вот пластиковость, это, вы не поверите, это кокос. Вот такой вот кокос странненький. То, что ягодность, это манго. Потом, когда открывается, уже как-то более четко это слышится. Мне похож на манго из манго-манго от Монталь, ну прям на минималках, да, вот сейчас сказала Монталь, но это прям вот вырвите прям кусочек маленький. И база, которая узнается у всей этой линейки, не буду томить, это Flora Bloom, если я не ошибаюсь сейчас с названием, Flora Boom от Guerlain. Вот из этой самой линейки, господи, скажите мне, ну вы поняли, все вылетело из головы, такая более свежая, обычно там такие летние ароматы в этой линейке. Не помню, все вылетело из головы, я не вспомню название этой линейки. Господи, аллегория вылетела из головы. Ну, вы поняли, да? Короче, мне кажется, это он. И он у Тани есть. Я смотрела ее видео, она про него рассказывала. И в последнем ее видео она тоже про него рассказывала. Давайте откроем. Откроем. Номер 2. 2, смотрите, Дед Мороз. Точнее, это Санта-Клаус, наверное. Я почти уверена. Потому что я этот аромат тестила, я его, в принципе, плюс-минус знаю. Да, Аква Аллегория, вот, вылетела из головы. Да, Флора Блум, все-таки я правильно первый раз сказала. Флора Блум от Guerlain. Манго, бергамот, лайм, ну вот, честно. Вот когда он только стартанул, вслепую я вообще не узнала манго. Мне что-то ягодное напомнило. Тубероза, фиалка, роза, ирис, кокос, мускус, сандал. И, кстати, тубероза здесь вообще, для меня она какая-то неощутимая. Таня вообще не любит туберозу. То есть, как бы здесь аромат совсем не про нее. Я бы даже сказала, что она почти не ощущается. Давайте дальше. Номер 3. Ну, где же ты? Вот. Так. Смотрите, какая я, получается, зрительница преданная. Я почти все ароматы Танины знаю. Так, что я тут написала? Ягоды. Да, мне напоминает что-то ягоды, но не клубника и не малина, написала я. То есть это что-то для меня необычно ягодное. Потом, значит, я пишу, может, это брусника с сахарной пудрой, что-то кислое и древесное. Может быть, есть дубовый мох или пачули. Какой-то он потом пряный. Кстати, по моему описанию мне сейчас это стало напоминать от Hermes, вот этот новый Барния. Вот я вот сама сейчас, вот здесь не написано. У меня даже был сэмпл этой Барнии, но я ее плохо помню. Может, это что-то от Hermes. Я не знаю. Мне кажется, что это что-то люксовое.
И он, кстати, вот становится такой пряный. Может, тут даже корица есть. Он становится пряный именно в раскрытии. Так. Ну все, мне больше такое конфетное что-то. Нечего мне добавить. Давайте будем его... Узнаем же, что это. Ну, у меня, кстати, вот кроме Hermes нет других предположений, что это может быть. Правда. Давайте. Как неожиданно. Это Absolute афродизиак от Initio Parfums. Вообще пирамида просто... Это покажу. Пирамида вообще ваниль, амбра, касториум, кожа, мускус, белые цветы. Просто я ничего из этого не чувствую. Не знаю. Вообще кожу. Ну, тут такое вот пряное что-то, это может быть, да, кожа. Потому что есть виды кожи дегтярная, пряная, какая-то, еще какая-нибудь. Ну, вот это вот как раз пряная. Но я бы вот ее за кожу не приняла. Ой, видите котов? Видите? Поди драться начнут потом. Так, ну, я не знаю, что сказать. Я не помню, даже тестила я этот аромат или нет когда-то в своей жизни. У меня с Initio, поняли, такие довольно сложные отношения. Не то, что мне прям как-то вот слишком как-то неприятные эти ароматы, но обычно меня там либо не цепляет, либо слишком громко для меня. Даже есть один аромат, который мне нравится, вот, но слишком громкий. Давайте дальше. Номер 4. А у нас тут сколько? У нас 9. 9, правильно? Так, подождите. 9, все, 9. Я ничего не потеряла. 4. Ну, это я знаю. Это я знаю. Это... Давайте я вам опишу. Такой зеленый ледяной старт. Даже как будто с какой-то вот такой металлической нотой, но потом он теплеет, он становится сандаловый. И самое забавное, что в шлейфе этот аромат очень напоминает Adults от Kilian, но это не он, я его знаю. Это Dries Van Noten. Что-то там сандаловое. Блин, я забыла его название. Грин, не грин. Короче, я забыла название. Первое мое описание свежее с зеленцой. Огород я пишу тут. Мускус. Очень... Что очень? Вика. Что за интриги? Очень знакомые. Dries Van Noten. Сандаловый. Я даже тут написала сандаловый. Блин, я забыла его название. Друзья мои. Ну, короче, сандаловый. Вот так вот назовем его. Давайте откроем. Может, я пока открываю, вспомню его название. Нет, не помню. Я его вообще с другим перепутала. У меня просто есть 2 сэмпла от Dries Van Noten. Это Soe Malakis, короче. Так. Я перепутала с другим его ароматом, сандаловым. В общем, у меня есть 2 сэмпла, этот и вот этот сандаловый. Я думала, это он. Нет, вот у этого, наверное, все-таки... Нет, этого в шлейфе Adults у сандалового. Я, короче, перепутала. Черная смородина, бергамот, шелк, роза, каштан и какао. Но вот, знаете, я не чувствую тут какао.
Не чувствую тут вообще ничего шоколадного. А черная смородина, ну, вот я написала огород, меня, да, куда-то в огородную тему уносит просто. Но древесные тут есть. Каштан, вот тут не жареный каштан, знаете, такой не сладенький, как, допустим, в This is Hyo. Здесь как будто такой сырой каштан. 5. Номер 5. Тут что-то такое косметическое, свежее. Такое опять из серии уходового. Тут, скорее всего, такое фруктовое больше, ягодное. Цветы, зелень я тут пишу. Боже мой, какая грудка, что я пишу? Мускус запудривается, и я тут пишу, что похож на ангел-демон Живанши. Интересно, что это за слово вот это вот, которое похоже на слово грудка? Знаете, я бы сказала, мускусно-цветочное, свежее, пудровое. Не знаю, что еще добавить. Давайте откроем, посмотрим, что же это. Я это, скорее всего, не знаю. Хоть мне и напоминает ангел и демон Живанши, но это вряд ли он. Давайте посмотрим. Что это вы стали так отрываться? Так хорошо открывались? Я в шоке. Я в шоке. Это как так? Короче, это беж от Шанель. У меня есть от Левант. Я его ношу. Он мне нравится. Я вообще не узнала этот аромат. Вообще, то есть, ну прям. Тут франджипани, мед, фрезия, боярышник. Никаких грудок. Но мускус, кстати, возможно, тут все-таки есть. Может, здесь не заявлен, но просто, понимаете, да, вот по этой пирамиде непонятно, что все эти ноты держит, закрепляет. Обычно это могут быть пачули, амбра, сандал, мускус. А тут типа нет ничего. Я думаю, что все-таки мускус есть. Интересненько. Интересно. Как вообще? Я вообще его не узнала. Даже у меня идеи не было, что это беж. Ну как это? Я его слышала с другого, на Сульяшке в шлейфе слышала. Сама его носила. Ну, бывает. Бывает такое. Так, 6. Ой, это прям мой любимчик. Я тоже, опять же, догадываюсь, что это может быть. Все. Его еще так мало осталось. Посмотрите, я его носила уже. Все. Я просто теряю самообладание. Знаете, тут что? Тут манная каша. Такая молочная кашка. И меня прям этот аромат, он так меня успокаивает. В нем есть что-то такое прям домашнее, успокоительное. Я прям, знаете, что пишу? Вот стартует манной кашей на молоке со сливочным маслом. Кремовый. Снимает тревожность, маниакально-депрессивное расстройство и просто депрессивное расстройство. Вы понимаете, да? Мне даже не хочется угадывать, какие тут ноты. Ну, просто потому что это звучит для меня как цельная композиция, история, как, знаете, лекарство, успокоительное. Это просто можно, знаете, перед сном так вот нанести, и никакие не нужны там, знаете, ни валерьянки, что там еще, мелатонин, в общем, что там принимают. Потрясающе. Единственное, вот у меня с такими ароматами, кстати, подождите, это я думаю, что это аромат Quilombo от
бренда, которая фейхия, короче, этот бренд не могу выговорить. Это аргентинский бренд, опять же, да, откуда я знаю. Таня мне рассказывала про этот бренд, рассказывала про этот аромат у себя в Телеграме, у себя на канале она рассказывала про этот аромат. Если это он, да, опять же. И я посмотрела перевод слова «киломбо». Это больше слово из аргентинского, испанского, и переводится он как скандал, проблема, ссора. Честно говоря, как бы название ровно противоположно тому, как он звучит. Я не знаю, да, почему, да. Может, это какой-то вызов такой, маркетинговый ход, назвать так аромат, привлечь внимание, особенно когда кто-то такой: давайте мне киломбо, его нюхает и понимает, что он, вот у него, то есть прям шаблон рвется, и это прям еще такое большее впечатление производит, да, когда он обманывает ожидания этим названием. Может быть, не знаю. А может, это, знаете, в случае, если у тебя киломбо, срочно прими Максик. Я должна кота выпустить. Не договорила мысли. В общем, если у тебя киломбо, то ты как бы сразу же вот брызгайся. Можно даже там вот, знаете, где это возникло, побрызгать на людей в помещении, и все успокаиваются. Есть такая штучка для котов, ее типа, знаете, как фумигатор, вот ее в розетку втыкаешь, и вот оно что-то распространяет по комнате, по квартире, и типа коты начинают дружить друг с другом, не дерутся, не ссорятся. Вот это вот. Киломбо – это вот та самая штука от конфликтов, вообще от всего негативного. Я, конечно, впечатлена этим ароматом. Он стоит довольно дорого, и никак нигде не от Левантов ничего не купить, по крайней мере, я не видела. Вот, и вроде бы он звучит, манной кашей, да, вроде бы, что такого, но цепляет вообще невероятно. Даже при том, что я бы такой аромат не смогла носить очень часто, просто потому что обычно, когда я вот что-то 100% гурманское на себя чувствую, я не могу нормально, допустим, поесть, я не знаю, что суп, картошку, пиццу, я не могу это есть, потому что у меня какой-то такой диссонанс. Вот. Но все равно иногда очень бы даже хотелось бы. Давайте откроем, конечно же. Так, откроем, значит, номер 6 такой, с пингвинчиком. Пингвинчик, привет. Это пингвинчик же. Так. Ой, боже, как мне интересно-то, угадала я или нет. Давай же. Киломбо. Если читать это как по-испански должно читаться, то это читается фегия. Фегия. Киломбо. Что у нас тут? Молоко. Молоко есть. Карамель, мексиканская ваниль и сахар. Вот еще манку, да, сюда добавить, и это просто рецепт идеальной манной каши. Вот так. Кстати, отдельно прям ваниль, да, я не ощущаю ни мексиканскую, никакую, ни вот. Но если она тут есть, то скорее вот это та самая гурманская ваниль, господи, кулинарная, так сказать, да. Давайте номер 7. 7. Угу. Что-то свежее, очень знакомое. Я прям тут так и начинаю писать. Очень знакомый аромат. Белые цветы, жасмин или гардения, или вместе. Нежный, кремовый. И опять я пишу, может, это Живанши с бутиковой линейки. Да.
Да, мне кажется, я этот аромат тестила. У Живанши, ну, я не помню название этого аромата, есть такой белоцветочный аромат, очень-очень нежный и кремовый. И он с одной стороны простой, но с другой стороны вот ни на ш вот нет, он знакомый, потому что ты узнаешь эти ноты, но он все равно какой-то самобытный, он очень дорого звучит. Это из бутиковой линейки Живанши. И я не помню название. Я не помню название, тем более оно на французском. Там часто очень сложно их мне лично произносить. Но я уверена, что вот это он. Давайте откроем, потому что, ну, тут прям описывать какую-то огромную пирамиду нет смысла, потому что тут очевидно белые цветы. И вроде бы какое-то есть ощущение и натуральности, но в то же время, я говорю, какая-то косметичность. Так, семерочка. Осталось всего 2 аромата. Пишет. Да, это Живанши, и не такое уж сложное название, я потому что его знала. Аромат называется Trouble Fat от Живанши. Trouble реально переводится как проблемы. Лист инжир, олибанум, жасмин самбак и кунжут. Ну вот инжир тут, да, он чувствуется как такой свежий стебель вот этого жасмина. Но жасмин тут очень сглаженный, никаких там ни индольностей, ничего, очень приятный. Да, мне, кстати, этот аромат очень понравился, когда я его тестила в магазине. 8. Я даже не знаю. Тут, в общем, давайте опишу, потому что, ну, я узнала этот аромат. Карамель, ирис. Очень узнаваемая нота кожи. Такая есть белоцветочность, цитрусы. И это все. Ваниль, кстати, да, ваниль, конечно, ваниль. И это все Шалимар. Шалимар, но это фланкер Шалимар. Это не классическая версия. В общем, я точно не помню название этого фланкера, но вот это он. Мне очень, конечно, нравится. Так, и это такой более носибельный Шалимар. Чуть ли не на каждый день. Никого не напугает. Единственное, что надо соблюдать, ну, потому что тоже стойкий шлейфовый, надо соблюдать дозировку. Я так уже говорю уверенно. Ну, я просто... Ну, это не может быть не Шалимар. Ну, не может быть. Так, да, это Шалимар. Шалимар миллисиме ванилья. Панифолия. Вот, пассифлора у меня. Ваниль и мадагаскарская ваниль тут заявлены 2 ноты. Но на самом деле, конечно, он богаче звучит, чем просто ваниль. Давайте дальше. Все. Мы на финишной прямой. 9 аромат. Ну, тут вот этот аромат я, скорее всего, не знаю, да, если опять не получится, как с беж. Тут что такое ягодное. Вот мне, кстати, вот этот аромат, беж и еще какой-то один, который вот Givenchy Trouble Fat, они мне похожи все. Опять я чувствую какую-то ягодность, такую зеленую ноту, фруктовость, возможно, белые цветы. Ну, какая-то есть цветочность. Я тут пишу что-то холодное, травное. Скорее всего, тут должен быть мускус. Ну вот, они реально мне похожи на эти 2 аромата. Уверена, что в раскрытии, в шлейфе они, наверное, там отличаются, но вот так вот
когда, ну, я имею в виду, долго носишь, знаете, когда вы свой аромат уже носите там неделю-две не снимая, вы начинаете какие-то нюансы находить. Конечно, людям, кто эти ароматы прям хорошо знает, не скажут ничего общего. Но вот так вот, если их, да, поносить один-два раза и тестить вот на блотере, то в них угадывается что-то общее. Характер, направление, вот я бы так сказала. Давайте посмотрим. Мне кажется, я уже не знаю, как я сейчас с беж промахнулась. Интересно. Не, я не знаю этот аромат. Это Opus Core Wilhelm Parfumerie. Парфюм. Opus Core Wilhelm А почему парфюмерии? Парфюмерии. Потому что я по-испански у меня вылезает. Opus Core Wilhelm Parfumerie. Что тут у нас? Ягоды асаи. Вообще, вот не знаю, как это пахнет. Сицилийский лимон. Ну, есть такая цитрусовость. Цветок малины, магнолия, лист фиалки. Магнолия, кстати, вот. Да, она такая, знаете, холодная, немножко с зеленцой и с такой круглой горчинкой, если вы понимаете, о чем я. Цветок малины. Ну, какая-то цветочность есть. Опять же, да, я вот чувствую, что цветочность, но цветок малины я никогда не догадывалась понюхать, а может быть и зря. Лист фиалки, мускус, сандал амбра. Ну, я тут прям чувствую такой... Мне кажется, что этот аромат в раскрытии, он станет таким пудрово-мускусным и свежим. Вот что мне кажется. Потому что здесь все-таки в базе именно мускус. Ну вот, друзья, вот. Мне кажется, у меня уже свет уходит. Очень интересные слепые затесты. Мне даже понравилось, что я не узнала беж, потому что, ну, как-то, значит, надо с этим ароматом походить, да. Он не то, что я о нем думала всегда. Это всегда очень впечатляет, когда ты много... Я не знаю, у меня этот аромат 4 года уже, наверное. Я его периодически ношу, обычно летом. И вот так вот абсолютно не узнать. Вот, друзья, спасибо большое, что вы заглянули ко мне на канал. Обязательно заглядывайте к Тане, смотрите ее видео. Мне очень понравилось. Очень понравилось. Я все больше и больше начинаю любить слепые затесты, особенно их снимать, тестить все. Так что думаю, что еще у меня будут появляться такие видео. Всем спасибо, что были со мной. Как всегда, обязательно будьте счастливы. Это самое важное. Всех целую, обнимаю и всем пока-пока.